Всем доброго утра. Итак, друзья мои, я думаю, что мало найдется в мире людей, которые не хотели бы жить в достатке, не хотели бы получать подарки, не хотели бы быть любимицами судьбы, фартовыми людьми, везучими, людьми, чьи работы будут приносить им доход, которые хотели бы, то есть не хотели бы иметь дом, достаток, да, быть уверены в завтрашнем дне и прочее. Но, как всегда я говорю и сейчас повторяюсь, просто так ничего не приходит. Даже если вы делаете ритуалы благополучия, удачи, имущества, в любом случае это все вам дается через вашу работу. Просто так с воздуха деньги не будут приходить. Однако есть такой момент. Человек трудится, человек всю жизнь пытается вылезти из трудностей, пытается пойти вперед, и что бы он ни делал, у него ничего не получается. И в конце концов он понимает, что он неудачник, и как бы он сдается на каприз судьбы. Это и есть самая страшная ошибка. После этого начинается механизм самоуничтожения, когда человек от жизни ждет только плохое, только беды, только боль, только разочарование и так далее. Стоит немного помочь человеку и психологически, и, может быть, с помощью магии открыть его дороги судьбы, и у него уже идет удача. Есть люди, которые получают через свой труд имущество, славу, признание. Но есть люди, которые сколько бы ни трудились, у них ничего никуда не двигается. То есть во всем нужно благословение, во всем нужна удача. В каждом деле должна быть удача, должен быть момент удачи, удачливости, да, фартовости. Вот эту фартовость, удачливость можно раскрыть в человеке, если постоянно обращаться к тем силам, которые во Вселенной за эту удачливость, фартовость отвечают. А эти силы, эти сущности у многих народов различные, но их объединяет одно. Они помогают человеку встать на ноги, идти вперед и создать новую, более достойную жизнь. Я хочу поделиться с вами одним ритуалом. Этот ритуал я провожу время от времени, когда хочу, чтобы в моей жизни появились обновки. Во многом, да, в моих, скажем так, атрибутах, чтобы они появились, привезли что-то такое необычное, редкое, чтобы мне подарили что-то редкое. Все, что я получаю на самом деле, оно заслуженно идет от моей работы. Но я могу это призвать, то есть ускорить тот процесс, который мне принесет желаемый результат, понимаете? Если кто-то собирается мне дарить и долго не может себе это позволить, начитав на подарки, я могу помочь этому человеку, чтобы у него получилась возможность мне это подарить. И это придет, и это получится, и человек подарит. Вот я к чему. Я ускоряю этот процесс, я всего лишь открываю дороги, я всего лишь помогаю Вселенной помочь этому человеку, чтобы тот одарил меня. В общем, это такой сложный процесс, но в то же самое время увлекательный, интересный, и получается, что самое приятное. Так вот, дорогие друзья, на основе старинной татарской легенды была создана такая, был создан, точнее, ритуал, такой обряд маленький, но очень сильный. Одно время татарские девушки пользовались этим обрядом. Но поскольку жили рядом с русскими, со временем в русский фольклор, а потом и как бы в славянскую магию, которая
видоизменялась, которая перенимала очень много инородных элементов. Посмотрите, например, мой ролик «Тюркские элементы в русской магии». Да? Перенимали эти сущности, эти слова, эти заговоры. А я вам говорила, что есть сущности, которые призываются в заговорах. Ну, например, там есть черт турецкий, он используется в заговорах. Ну, например, камень Алатырь. Что еще? Очень много чего, да? Уроки Паризоры, за 7 морей, 7 гор и прочее. Это определенные сущности в магии. Это силы, которые со временем усиливаются и становятся более весомые, они собирают свой эгрегор и способны помочь человеку. Если тысячелетиями к ним обращались, значит, у них есть то, что можно попросить человеку, да, у них. Эту удачу, фартовость, везение и так далее. Итак, в стародавние времена, когда хотелось обновки, татарки делали следующий ритуал. Они стелили мех и кожу, шкуру, ну, в общем, натуральные материалы. Сверху ложили украшения и призывали определенную силу. И называлась эта сила хан Алтынь. Алтынь, дорогие друзья, это золото. Вообще само по себе это слово алтынь означает золото на тюркском языке. Считалось, что если призвать этого духа богатства по имени хан Золото, и если согласиться, чтобы он женихался к тебе, то вот этот богатый, могущественный жених, который покупает, закупает, который владеет всеми богатствами мира, он тебя озолотит. И у тебя в жизни постоянно будут подарки, дары, обновки, украшения, в общем, везение в делах. Это чисто материальный ритуал для материальных благ, для получения материальных благ. После такого ритуала очень долгое время хватает энергии для того, чтобы быть обеспеченным человеком. Но временами это нужно обновлять, то есть по новой его призывать. Естественно, определенные традиции вот, призыва хана Алтынь сохранились. Но чтобы сказать, что полностью вот именно ритуалы того времени, конечно, это по крупицам восстанавливается. Я взяла из разных традиций именно обращение к этой сущности, приносящей богатство, обновки, в общем, превращающей женщину в баловень судьбы. И все, что я могла собрать воедино, да, и мои знания, скажем, о том, какие слова считались на Востоке сильными, дорогие друзья, в моих ритуалах есть слова-ключи. Есть уже ключ, который всего лишь стоит повернуть, и работа получается. То есть если, скажем так, профессионалы сами знают, какой ключ в заговоре, простому человеку знать не дано, но ему и знать не положено и не нужно. Есть определенные слова-ключи, когда вы произносите мои заговоры, они как поворачиваются и открывают вам дверь. То есть вам усилий не нужно прилагать, чтобы оно получилось. Вы сразу достучались до этой силы. Чем чаще будете вы это делать, тем сильнее это будет получаться, потому что вы с этой силой подружитесь, естественно. И эта сила будет еще больше и больше вам помогать. То есть вы станете удачливым человеком. Вообще этот ритуал желательно провести только женщинам. Потому что здесь жених хан Алтынь. Сами понимаете, для мужчин, я думаю, что навряд ли это подойдет. Не навряд ли, а 100% не должно для них сработать. Сработает, может быть, для работы и так далее, но если только другом его призвать. Но друг не может озолотить и одаривать так, как жених. Итак, смысл этого ритуала в том, чтобы призвать влюбленную силу духа, который придет, который владеет всеми богатствами мира
и одарит вас все время обновками и так далее. Как любящий жених должен одевать, обувать, одаривать, чтобы у вас все было самое лучшее, самое красивое, самое дорогое и со всех стран мира. Здесь употребляются слова, то есть города Трабзон, Исфахан. Это города купеческие. Эти города считалось, что обладали, то есть силой, энергией, богатства. И некоторые благословляли друг друга словами, что пусть все дары Исфахана придут в ваш дом, или да придут к тебе в дом все дары Трабзона. Это говорило о том, что они желали друг другу богатой, вольготной жизни. Поэтому в этом ритуале я собрала эти слова, не просто абсурдно собрала, а соединила, и получилось со смыслом очень красиво. Кроме того, там сказано о кольце Эртугрула. Это один из, скажем, вождей кочевого племени. Ну, разные тюркские народы называют его своим, но, в принципе, это полулегенда, получеловек, полуреальность, которая действительно существовала, и считалось, что его кольцо приносит удачу, власть и богатство. Корона императриц, цариц. Считалось, что корона – символ вседозволенности, силы, бесстрашия, то есть защиты. И вот эти слова, название удачливых городов-купцов вместе с призывом хана Алтына и прочее я собрала воедино и создала очень сильный ритуал, который срабатывает, очень хорошо срабатывает и очень быстро, если все сделать правильно. Значит, условия такие. Во-первых, кожа либо мех должен быть натуральный. Это первое условие. Второе. Украшения должны быть из натуральных камней и драгоценных металлов. Ханши не одевают бижутерию. Точно так же, как не одевают ее и ведьмы. Потому что только натуральный материал обладает энергией притягивать в жизнь человека имущество, дорогие друзья. Если там, скажем так, бижутерия, если там стекло и пластмасса и, в общем, обычный металл и прочее, нету там энергии и нечего притягивать. Ритуалы богатства должны совершаться с богатством, с имуществом. То есть одно притягивает другое. Да? Богатые люди женят своих детей, чтобы удвоить свое имущество и так далее. Богатство тянется к богатству. Если вы будете производить богатство какими-то свечами, там, я не знаю, полиэтиленовыми пакетами и чем-то еще, это будет очень смешно, потому что богатство вызывается именно силой богатства. Это золото, это серебро, бриллианты, это камни и прочее, прочее. Вот чем притягивается богатство. Итак, так приближу. Читать нужно 6 раз. После этого вы можете собрать эти дары, в общем, украшения ваши, все такое. И каждый раз, когда будете собирать, откладывать там в ящик, в сундучок, все время говорите: умножайся с силой хана Алтынь. Умножайся, стань еще больше. Один пусть станет сотни, сотни тысячи. Вот так вот, благословляя, раскладывайте по местам. Вообще, мой вам совет. Всегда, когда пересчитываете деньги, всегда говорите: пусть 100 раз увеличится. Часто считайте деньги, передайте энергию деньгам, потому что ваша энергия будет притягивать новые деньги. Далее, посмотрите мой прямой эфир, прям наберите «Закон денег», «Ведьмина изба». Там есть множество роликов, в которых я точно вот по полочкам объясняю вам, каким образом делать так, чтобы Вселенная вам давала деньги. И это не просто какой-нибудь, знаете, трындеж о том, что вот не знаю, свечу катайте, зажигайте, по дому ходите. Нет, там именно четкие, ясные инструкции, потому что я человек, знакомый с
со многими законами мироздания. Поверьте мне, я это все испробовала. Это работает, это очень сильно. Если этому следовать, из ниоткуда, из нуля, из воздуха, вам будет приходить удача. Ни с того, ни с сего. Никогда не задумывайтесь, как это может быть, откуда мне дадут. Вот еще раз приведу пример. Когда вы едете на машине за рулем, там ночью вам светит всего лишь там полметра, не больше. Но эти полметра хватает, чтобы вы много километров проехали. Точно так же и судьба. Сначала чуть-чуть откроет, потом еще возможно, потом еще. Потом придет человек, вам предложит там, не знаю, ресторан возглавить. Еще другой человек придет, вам денег даст, попросит что-то такое для него сделать и так далее. Вам дадут. Вам нужно просто начинать идти, и дорогу вам будут показывать. В общем, не будем сейчас на этом зацикливаться. Итак. Хан Алтын. Всем ханам хан, богач и толстосум. Владелец базаров, хозяин золотых рудников. Дома у него и палаты. Торг ведет с запада на восток. Шелк из Китая, камни из Ирана, меха из Сибири. Женихается ко мне вот такой вот купец-богатей Алтын-хан. Отправляет свой караван то в Каир, то в Тегеран, то в Тебриз, то в Исфахан. Добро султанское из Стамбула, кольцо золотое Эртугрула, украшения цариц, короны императриц. Все ценное собирает, все закупает, с прилавков сметает и дарит мне. Женихайся ко мне, Алтын-хан, дари мне алмазы, жемчуга, направляй караван, богатый к порогу моему. Раздаривай с ног до головы, меня одевай. Дари, и не уставай. Я дары приму, дарить успевай. Буду, как ханша, в шелках шагалять, в мехах купаться. Сладка жизнь моя, вся в дарах, вся в деньгах, вся в благих делах. Любимица Алтын-хана. Мне жить, не тужить, мне в богатстве купаться, мне в богатстве быть, мне в достатке жить. Золотой чашей счастья медок пить. Все добро Алтын-хана ко мне да ко мне. Свершилось, сбылось. Заклято отныне. Истинно так. Вот на одном дыхании прочитала. Я читаю 1 раз, вы читаете 6 раз. Потом, разбирая все по сундукам, говорим следующие слова. Приумножайся, еще больше становись, еще больше приди, приумножайся, 100 раз больше стань. С помощью хана Алтынь. Так, по разным так разложу, чтобы для красоты. Дальше. Украшения султанши в свои места ложим. Приумножайся. Еще больше стань. 100 раз больше стань. 1000 раз больше стань. С помощью хана Алтынь. Да будет так. Ну, в общем, вот таким вот образом. Приумножайся, еще больше стань, 1000 раз больше стань. Был 1, стань 100 с помощью Алтын-хана. В общем, дорогие друзья, вот вам еще один бесценный и сильный ритуал для вашей удачливой жизни, для вашего достатка. Делайте, как я говорю, и скоро вы сами удивитесь тому, как это будет получаться. Из ниоткуда. Если в вашей жизни есть 0, это очень хорошо, потому что к нулю можно добавить любую цифру. Или перед нулем можно добавить. Или можно еще несколько нулей добавить. 0 – это шанс начать новую жизнь. Так что не упускайте этот шанс. Всем удачи!